Глава 2386. Реинкарнация монарха преисподней. Один мир был заполнен скелетами, образованными черной ци, сеющей хаос в море багрового пламени, в то время как другой мир был заполнен пышной зеленью и бесчисленными пятицветными бабочками. Два мира, казалось, были разделены невидимой линией, и они постоянно сталкивались. Либо багровое пламя превращало деревья и бабочек в пепел, либо деревья и виноградные лозы становились все гуще и сильнее, прежде чем подметать бесчисленные скелеты в качестве удобрения. Столкновение между сильно контрастирующими мирами создавало гигантский вихрь в центре, который быстро вращался, но не издавал ни звука, как будто это была не более чем иллюзия. Впечатляет. Оба они начали осваивать духовные сферы. Даже при том, что их понимание очень элементарно, среднее существо стадии Великого Вознесения определенно было бы бессильно против них. «Цзинь-Тун, иди и убей эту ящерицу. Оставь этого монарха преисподней мне», — приказал Хань Ли. Цзинь-Тун кивнул в ответ, прежде чем полететь к двуглавой гигантской ящерице внизу, как полоска золотого света. Что касается Хань Ли, то он превратился в гигантского кунпе, который был более 1000 футов в длину с бесчисленными дугами серебряных молний, вспыхивающих над его телом, а затем нырнул вниз с небес. В тот момент, когда световые барьеры были разрушены, и Вэнь Синьфэн, и скелет сразу же заметили прибытие Хань Ли и Цзинь-Туна. Вэнь Синьфэн, естественно, был в восторге, в то время как сердце скелета слегка упало, и теперь, когда Цзинь-Тун и Хань Ли были вовлечены в эту битву, он знал, что больше не может просто сидеть пассивно. Таким образом, зеленое пламя зажглось в его глазах, и он подбросил чашу в своей руке высоко в воздух. Чаша в бешенстве выпустила бесчисленные алые руны, затем раздулась до размеров небольшой горы и полетела прямо на Цзинь-Туна. В то же самое время в море крови под скелетом раздался громовой рев, после которого появилось около дюжины гигантских малиновых змей, прежде чем броситься прямо к огромному кун-пену. Тем временем скелет сделал быструю цепочку ручных печатей, прежде чем указать пальцем на два сталкивающихся мира издалека. Внезапно мир, наполненный алым пламенем, внезапно взорвался без всякого предупреждения, образовав огромное алое солнце, которое выпустило море пламени в сторону противоположного мира. Перед лицом этой саморазрушительной атаки деревья и виноградные лозы в зеленом мире сильно искривились, и большинство пятицветных бабочек мгновенно взорвались. Вэнь Синьфэн была очень встревожена, увидев это, и она поспешно сделала цепочку быстрых ручных печатей, одновременно щелкая серии заклинательных печатей в сторону зеленого мира. В результате она не смогла вместе с Хань Ли атаковать скелет. Огромная всасывающая сила, выпущенная алой чашей, заставила Цзинь-Туна замереть на месте, и в отместку он немедленно выпустил две полосы полупрозрачного света из своих глаз. Две полосы света ударили в чашу крест-накрест, и в дне чаши тут же образовались две огромные дыры. После такого сильного удара чаша начала быстро сжиматься, как проколотый воздушный шар, прежде чем быть разрезанной на бесчисленные куски двумя полосами полупрозрачного света по приказу Цзинь-Туна. После этого Цзинь-Тун прыгнул и слился воедино с двумя полосами света, образовав толстый столб света, который в мгновение ока достиг двухголовой гигантской ящерицы, а затем быстро вращался вокруг нее, как молния полупрозрачного света. Гигантская ящерица знала, что находится в большой опасности, но гигантский летающий соболь мешал ей принять какие-либо уклончивые меры, поэтому она могла только выпустить багровый барьер пламени вокруг своего собственного тела. К сожалению, огненный барьер оказался совершенно неэффективным, и его тело было разрезано на несколько частей. Однако гигантская ящерица обладала огромной жизненной силой, и всплески черной ци хлынули из поперечных сечений ее ран, пытаясь снова соединить разорванные части ее тела. Именно в этот момент гигантский соболь бросился к нему и сомкнул передние конечности вокруг части тела ящерицы, прежде чем злобно впиться в нее. Тело гигантской ящерицы яростно билось, но массивному соболю потребовалось всего несколько глотков, чтобы проглотить этот кусок своего тела, прежде чем он в возбуждении бросился к другой секции. Тем временем Цзинь-Тун снова появился поблизости и с холодным выражением лица оценил разворачивающуюся сцену, не выказывая ни малейшего намерения вмешиваться. Таким образом, вскоре двухголовая ящерица была полностью съедена гигантским соболем. В другом месте Хань Ли стоял лицом к лицу с дюжиной или около того алых змей, и он взмахнул крыльями, чтобы выпустить толстые стрелы золотых молний из своего собственного тела, образуя сеть молний, которая опускалась к противостоящим змеям. При виде этого в глазах скелета появился намек на насмешку. Море крови внизу было очищено от 81 вида грязной крови, и змеи, которых оно проявляло, были чрезвычайно сильны. Они не могли сравниться с настоящими змеями, но они определенно были недалеко. Таким образом, было совершенно безумно думать, что простая сеть молний сможет победить их. Эти мысли только что пришли в голову скелету, когда раздался мучительный рев, и он поспешно оглянулся в тревоге, чтобы обнаружить, что багровые змеи были полностью уничтожены сетью молний в одно мгновение. Таким образом, без каких-либо дальнейших препятствий, Хань Ли продолжал падать сверху с неудержимой мощью. «Это божественная дьявольская молния!» — воскликнул скелет, быстро протягивая руку вниз, и река крови под ним загрохотала,
прежде чем подняться в небо гигантской волной. В то же самое время платформа Черного Лотоса внизу превратилась в шар черного света, который охватил скелет, прежде чем исчезнуть на месте. К тому времени, как золотая молния Хань Ли победила багровую волну, скелета уже нигде не было видно. Решив, что он никак не может противостоять Хань Ли и Вэнь Синьфену одновременно, скелет был чрезвычайно решителен и мгновенно бежал. Без поддержки своей магической силы багровое солнце было быстро уничтожено Вэнь Синьфен, после чего она поднялась на ноги с улыбкой на лице. «Спасибо за помощь, брат Хан. Если бы вы не вмешались, это определенно заняло бы гораздо больше времени, чтобы достичь результата в этой битве. Однако мы не можем позволить этому костяному монарху Будды уйти. Если он будет сотрудничать с другими призрачными монархами, то наши собратья-даосы окажутся в серьезной опасности». «Конечно, давайте сразу же пустимся в погоню», — ответил Хань Ли, возвращаясь в свою человеческую форму. В этот момент Цзинь Тун и гигантский соболь в мгновение ока вернулись к Хань Ли и Вэнь Синьфену, и желудок соболя раздулся от недавней трапезы. Таким образом, дуэт не терял времени даром и сразу же поднялся в воздух вместе со своими духовными зверями. Они уже могли видеть, что бегущий монарх кости Будды взлетел на гору посередине, и золотой свет над его головой выпускал поток дьявольского пламени на световой барьер внизу. Два световых барьера сумели устоять лишь на короткое мгновение, прежде чем были разрушены, после чего костяной монарх Будда спустился на гору внизу. Вэнь Синьфэн и Хань Ли сразу же бросились в погоню, как две полосы света, и после нескольких вспышек они тоже оказались над той же горой. Однако сцена внизу стала для них обоих полной неожиданностью. Вопреки их ожиданиям, не было никаких признаков сражения, происходящего на горе. Вместо этого утонченный мужчина средних лет сидела напротив Би-Инь, и двое из них играли в го на доске, расположенной на нетронутом белом каменном столе. Доска была мерцающего золотистого цвета, в то время как камни были черно-белого цвета. Би-Инн и мужчина средних лет молча смотрели на доску, и казалось, что они достигли критической точки в игре. Монарх из кости Будды послушно стоял позади мужчины средних лет. Хань Ли и Вэнь Синьфэн обменялись удивленными взглядами друг с другом, затем спустились сверху и направились к Би-Инн, в то время как Цзинь Тун и летающий соболь исчезли в рукавах. «Рад вас видеть, товарищи даосы». «Я был немного обеспокоен, но, похоже, теперь я могу быть уверен», — сказал Би-Инн с улыбкой, поворачиваясь к дуэту Хань Ли. «Что здесь происходит, брат Би?» — спросила Вэнь Синьфэн, слегка нахмурив брови. После короткого столкновения даосская реинкарнация обнаружила, что наши искусства культивирования непосредственно подавляют друг друга, поэтому результат не может быть достигнут, если мы не готовы поставить на кон своей жизни. Таким образом, мы решили решить исход нашей битвы с помощью этой игры. Конечно, если другие сражения будут решены первыми, то не будет никакой необходимости заканчивать эту игру, объяснил Би-Инн. «Это ты убил монарха преисподней грозу?» — спросил реинкарнация монарха преисподней, бросив взгляд на Хань Ли. «Я так и сделал. Вы намерены отомстить за него?» — спокойно спросил Хань Ли. Это он виноват в том, что проиграл битву. Почему я должен стараться изо всех сил отомстить за него?» — ответила реинкарнация монарха преисподней. Видя, как товарищ даосист Хань уже убил угрозу монарха преисподней, победа, естественно, достается ему. Товарищ даосская кость Будды сбежала со своей горы, так что это тоже считается потерей для него. «У вас есть какие-нибудь возражения, товарищ даосская реинкарнация?» — спросил Би-Инн, кладя камень на доску. «Я согласен с такой оценкой. Однако, видя, что все трое появились здесь, я не могу позволить им уйти и вмешаться в оставшиеся сражения. Мне придется попросить всех остаться здесь, пока не будут решены результаты других сражений», — сказал реинкарнация монарха преисподней. «Хорошо, я принимаю это соглашение от их имени», — согласилась Би-Инн после недолгого раздумья. Глава 2387. Результат. Хань Ли и Вэнь Синьфэн были несколько озадачены тем, почему Би-Инн так охотно согласилась на просьбу реинкарнации монарха преисподней, но они не стали возражать и молча отошли в сторону. Монарх кости Будды тоже молчал, глядя на дуэт Хань Ли своими огненно-зелеными глазами. Улыбка появилась на лице монарха преисподней реинкарнации, когда Би-Инн согласился на его просьбу, и он опустил голову, чтобы снова сосредоточиться на игре, а затем после долгого раздумья положил еще один камень на доску. Увидев это, Би-Инн тоже начала сосредотачиваться на игре. Хань Ли бросил заинтригованный взгляд на доску, но через некоторое время быстро покачал головой, смирившись. Его навыки в игре Го были довольно средними, но он все еще мог определить, что эта игра была удивительно сложной и определенно не той, в которой он мог бы разобраться. Би-Инн и эта реинкарнация монарха преисподней определенно были лучшими игроками в Го, которых он когда-либо видел. Неудивительно, что оба они были достаточно уверены в себе, чтобы решить исход своего матча с помощью игры в Го.
Имея это в виду, Хань Ли перевел взгляд на Вэнь Синьфэн, после чего он обнаружил, что она тоже оценивала доску, но ее брови были слегка нахмурены, и казалось, что она была в состоянии лучше понять текущую игровую ситуацию, чем он. Кривая улыбка появилась на лице Хань Ли, когда он увидел это. Каждое движение, сделанное Би-Ин и реинкарнацией монарха преисподней, будет прерываться долгой паузой, и в мгновение ока пройдет почти час. Внезапно вдалеке раздался громкий грохот, и два световых барьера, окружавших первую гору справа, были разрушены, и два человека появились, прежде чем полететь один за другим в горе, где находились Хань Ли и остальные. Узнав две фигуры, летящие к ним, выражение лица Вэнь Синьфэн слегка изменилось, когда она заметила: похоже, что товарищ Даос Лэй потерпел поражение. Хань Ли также бросил взгляд в том направлении и обнаружил, что доспехи человека в серебряных доспехах в настоящее время были изрешечены дырами, а половина его тела превратилась в искаженную массу плоти и крови. Было также несколько чернильно-черных призрачных голов, впившихся в его обнаженную плоть, и его лицо было очень бледным. Человек, который преследовал его, был красивой молодой женщиной, которой на вид было 17 лет. Она была одета в сверкающую пурпурную мантию, но была окружена сотнями призрачных голов, и вокруг нее бушевали порывы ветра инь. После всего лишь нескольких вспышек, двое из них прибыли в воздух над горой, где Хань Ли и другие были расположены, и они также были несколько ошеломлены видом, который встретил их внизу. Однако мужчина в серебряных доспехах сразу же пришел в себя, прежде чем спуститься сверху, в то время как молодая женщина последовала его примеру только после короткого колебания. В то же самое время призрачные головы вокруг нее исчезли, как будто они были не более чем иллюзией. «Ты в порядке, брат Лей?» — спросила Би-Ин. «Я в порядке, брат Би, спасибо за заботу». Однако исход моей битвы был разочаровывающим. Я уже сделал все, что было в моих силах, но способности этой женщины были слишком велики для меня, поэтому я был вынужден бежать, ответил мужчина в серебряных доспехах с кривой улыбкой. Все в порядке, товарищи Даосист Хань и Фея Вэнь уже выиграли свои битвы. 10 монархов преисподней все равно обладают разным уровнем власти, так что я никогда не ожидал, что мы выиграем все 5 матчей. Вы должны отдавать приоритет восстановлению после ваших травм, сказал Би-Ин теплым голосом, казалось бы, не очень разочарованный поражением человека в серебряных доспехах. Товарищи Даосист Хань и Фея Вэнь уже победили своих противников. Это приятный сюрприз. В таком случае, я могу быть уверен, сказал человек в серебряных доспехах, бросив удивленный взгляд на Хань Ли и Вэнь Синьфена, а затем сел рядом, скрестив ноги. Вскоре появились дуги серебряных молний, которые полностью затопили все его тело. Тем временем монарх преисподней реинкарнация обменялся несколькими словами с молодой женщиной, чтобы узнать о том, что произошло во время ее битвы, после чего его улыбка стала немного более заметной. Реинкарнация монарха преисподней, ваша страна тоже заслужила победу, но согласно нашему предварительному соглашению, эти двое также должны остаться на этой горе, и им запрещено срывать финальную битву, сказала Би-Ин. Конечно. Кстати, я забыл сказать вам об этом раньше, но тот, кто сражается на последней горе, это монарх Семи Отверстий, который входит в тройку лучших среди наших 10 монархов. Его силы намного превосходят даже мои. Если его противник не сможет победить его, то есть очень хороший шанс, что они будут убиты, а не просто побеждены, сказал небесный монарх реинкарнации с улыбкой. Выражение лица Би-Ина слегка изменилось, когда он услышал это, но затем оно быстро вернулось в нормальное состояние, когда он сказал: «Неужели этот монарх Семи Отверстий действительно так силен? Я не уверен. Товарищ Даосист Цюэша может войти в число 10 самых могущественных существ в нашем царстве, так что, возможно, вместо него будет убит ваш товарищ Даосист. Неужели это так? В таком случае, давайте подождем и посмотрим, усмехнулась реинкарнация монарха преисподней. Таким образом, они оба снова сосредоточились на игре. Время шло быстро, и день и ночь пролетели в мгновение ока. Даже Хань Ли начал задаваться вопросом, что происходит с финальной битвой, и что было еще более раздражающим для него, так это то, что до сих пор не было никаких признаков завершения игры Би-Ин и реинкарнации монарха преисподней. Каждое движение, которое они делали вдвоем, занимало в несколько раз больше времени, чем раньше, и как только Хань Ли подумал, что ожидание будет продолжаться, выражение лица Би-Ина слегка изменилось, когда он бросил взгляд на последнюю гору. Сердце Хань Ли слегка шевельнулось, увидев это, и он также направил свое духовное чувство в этом направлении. В результате он был встречен видом гибрида Человека-Скорпиона, вылетевшего после разрушения 2 световых барьеров над горой. Верхняя часть тела чудовища принадлежала молодому человеку, а нижняя — гигантскому красновато-черному скорпиону. В одной руке он держал странный волнистый черный меч, а в другой — сморщенную голову, которая была в несколько раз меньше обычной человеческой. Глаза головы были плотно закрыты, а на лице застыло недоверие, словно ее обладатель все еще не мог поверить, что потерпел поражение даже в момент, непосредственно предшествовавший обезглавливанию. Несмотря на то, что голова была мумифицирована, Хань Ли все же смог сразу определить, что она принадлежит Цюэша.
Это широко известное могущественное существо с континента Кровавого Неба было убито в бою его противником. В этот момент Би-Ин и остальные тоже опознали голову, и выражение их лиц значительно потемнело, когда они увидели это. Монстр бесстрастно появился над всеми после нескольких вспышек, но он не выказал никакого намерения спускаться сверху. Хе-хе, похоже, что монарх семи отверстий в конце концов одержал победу. Сказав это, твой спутник, должно быть, тоже был чрезвычайно силен, чтобы продержаться так долго, усмехнулся монарх преисподней реинкарнация. Я не думал, что этот товарищ Дао Сюэша действительно будет убит, но, похоже, мы все еще обеспечили себе окончательную победу, сказал Би-Ин в невыразительной манере. Действительно, хотя монарх семи отверстий и выиграл свою битву, продолжать нашу игру уже нет смысла. Мы признаем поражение 3-2 в этом матче, спокойно ответила реинкарнация монарха преисподней. Услышав это, Би-Ин слегка прищурилась. Тогда согласно нашему соглашению. Мы возьмем только 40% ресурсов этого маленького мира, а остальное оставим вам. Если вы все еще не удовлетворены этим, мы можем повторять этот матч снова и снова, пока одна из сторон не одержит сокрушительную победу, сказал реинкарнация монарха преисподней. В этом нет необходимости. Наша торговая гильдия уже чрезвычайно довольна 60% ресурсов этого маленького мира. Однако смерть товарища Даосиста Сюэша тяжелая потеря для нас, ответила Би-Ин. На нашем уровне у каждого есть несколько мер по спасению жизни. Он пришел, чтобы принять участие в этом матче, поэтому я уверен, что он заранее подготовился, и трудно сказать, действительно ли он погиб, сказал реинкарнация монарха преисподней в небрежной манере, не упоминая о смерти монарха преисподней угрозы. Я очень на это надеюсь. Жаль, что я не смог по-настоящему спарринговать с тобой, товарищ Даос. Надеюсь, в будущем у нас будет еще одна возможность, кивнул Би-Ин. На самом деле мне гораздо интереснее когда-нибудь встретиться лицом к лицу с товарищем даосским ханем. Тот факт, что угроза монарха преисподней даже не смогла уйти от него, указывает на то, что его силы, скорее всего, не уступают силам монарха семи отверстий, сказал реинкарнация монарха преисподней, бросив многозначительный взгляд на Хань Ли. Вы слишком добры, товарищ даосист, мне очень повезло в моей битве, равнодушно ответил Хань Ли. Реинкарнация монарха преисподней не имела никакого намерения оставаться здесь дольше, и он поднялся на ноги, сказав: поскольку исход уже решен, мы уходим прямо сейчас и сразу же освободим необходимую территорию в этом маленьком мире. Би-Ин и другие, естественно, не делали никаких попыток удержать его, и таким образом 4 монарха преисподней полетели к горе Белой Кости вдалеке. 4 монарха влетели в гору, и черная ци впереди сразу же начала отступать. Похоже, эти монархи преисподней собираются сдержать свое обещание. В этом случае мне не придется использовать подготовленные мною резервные меры. Товарищ даосист Сюэша уже погиб. Было бы поистине прискорбно, если бы другой товарищ даосист встретил свою смерть здесь, вздохнул Би-Ин, тоже поднимаясь на ноги. Брат Би, неужели товарищ даосист Сюэша действительно погиб? С его мощными способностями Даа крови, конечно, он, по крайней мере, сможет обеспечить самосохранение. Я слышал слух, что товарищ даосист Сюэша вырастил чрезвычайно страшного клона, который идентичен ему по внешнему виду, а также обладает сопоставимыми силами, озабоченно сказал Вэнь Синфэн. Глава 2388. План ловушки дьявола. Намек удивления промелькнул в глазах Би-Ина, услышав это, и после короткой паузы он ответил: «Вы правы, то, что погибло, было просто клоном собрата даосиста Сюэша, а не его истинным телом. Я только недавно получил известие о том, что товарищ даосист Сюэша столкнулся с некоторыми непредвиденными обстоятельствами во время приключения, и хотя сейчас он в безопасности, он получил некоторые травмы, поэтому он послал этого клона для участия в этом матче вместо себя. Этот клон был усовершенствован коллегой Даосом Сюэша в течение десятков тысяч лет, и я до сих пор не знаю, как я буду отвечать перед ним теперь, когда он был уничтожен в этом бою. По крайней мере, это все равно намного лучше, чем парень даосских Сюэша истинное тело погибнет, и я уверен, что вы сможете сгладить конфликт, предложив некоторые дополнительные компенсации для брата Сюэша. Серебро-бронированный мужчина рассказал, как серебряная молния вокруг него угас, и он поднялся на ноги. В этот момент его лица было гораздо лучше, чем это было ранее. Я очень на это надеюсь. Ты действительно в порядке, брат Лей? Вам нужна моя помощь? Обеспокоенно спросил Би-Ин, глядя на черные призрачные головы, которые все еще крепко цеплялись за плечи человека в серебряных доспехах. Я в порядке. Просто эти призрачные головы не могут быть удалены сразу. Мне просто нужно будет потратить некоторое время, чтобы очистить их, используя мое связанное истинное пламя, когда я вернусь. Сказав это, я действительно потерял несколько жизненно важных сокровищ во время битвы, ответил человек в серебряных доспехах с кривой улыбкой. Товарищ Даос Лэй, какими способностями обладал твой противник, чтобы довести тебя до такого жалкого состояния? Спросил Хань Ли.
Другие способности этой женщины не так уж замечательны, но она обладает секретной техникой, которая позволяет ей манипулировать призрачными тенями, и это чрезвычайно хлопотно. Эти призрачные тени не обладают ни формой, ни веществом, и они могут мгновенно прилипнуть к ее телу, чтобы наделить ее теми же свойствами, тем самым предотвращая ее от любых повреждений от моих атак. Я сделал все, что было в моих силах, чтобы противостоять этой секретной технике, но все безрезультатно, поэтому я мог только уступить, возмущенно ответил человек в серебряных доспехах. Похоже, что эти искусства культивирования адского царства действительно совершенно уникальны. Вполне понятно, что ты потерпел поражение, учитывая, что впервые столкнулся с этими странными способностями, брат Лэй, мягко утешил его Вэнь Синьфэн. Человек в серебряных доспехах лишь молча покачал головой. Теперь, когда исход дела предрешен, нам незачем больше оставаться здесь, давайте вернемся в крепость. В ближайшие дни мы сможем увидеть, действительно ли эти призрачные существа будут соблюдать соглашение, сказал Би-Ин, убирая доску, а затем поднялся в воздух, сопровождаемый всеми остальными. Месяц спустя спокойная поверхность чрезвычайно уединенного озера внезапно расступилась, и из нее появился гигантский черный ковчег. После нескольких вспышек ковчег исчез в далеком небе. Несколько вооруженных марионеток патрулировали ковчег от одного конца до другого, и в секретной комнате, которая была пронизана ограничениями на нижнем уровне ковчега, Хань Ли сидел на футоне, молча оценивая серебряный нефритовый слип в своей руке. Вскоре после завершения поединка с адским царством Би-Ин выполнил свое обещание, отведя Хань Ли в библиотеку томов штаб-квартиры торговой гильдии и позволив ему выбрать бессмертную секретную технику. Хань Ли выбрал изначальный астральный барьер, и решение было принято после введения секретной техники, поставленной Би-Ин. С его происхождением истинных дьявольских искусств и глубоким мечом небесного духа, Хань Ли был уверен в своей собственной наступательной доблести, поэтому он не очень интересовался наступательными бессмертными секретными техниками, доступными. Название астрального барьера происхождения звучало довольно просто, но на самом деле это была особая секретная техника, которая позволяла сформировать защитный барьер, используя ци происхождения мира. Он не знал, насколько мощной она будет, но это была бессмертная секретная техника, так что это определенно не было обычным искусством культивирования. Однако возникла небольшая проблема. Хань Ли поднял нефритовый слип, прежде чем указать на него пальцем, и раздался слабый жужжащий звук, когда нефритовый слип выпустил серию золотых рун, которые быстро образовали панель текста. Эти золотые руны непрерывно вспыхивали, как будто обладали определенной степенью духовной природы, и это были не что иное, как руны текста золотой печати. Хань Ли некоторое время изучал текст прищуренными глазами, прежде чем покачать головой с нахмуренными бровями. Несмотря на то, что он узнал все руны, коллективный текст был очень труден для расшифровки, так что это было определенно не то, что он мог полностью интерпретировать за короткое время. Имея это в виду, Хань Ли снова ткнул пальцем в нефритовый слип, и тело золотого текста исчезло. После минутного раздумья Хань Ли махнул рукой, чтобы вызвать еще одну малиновую нефритовую полоску, которую он нежно погладил с намеком на восторг в глазах. Это был нефритовый слип, который он получил из Дворца Небесного Котла как часть наследства Даоса Тяньдина. Он только намеревался скопировать копию нефритового слипа, но фея Ледяная Душа дала ему нефритовый слип прямо в знак благодарности. Этот нефритовый слип содержал секретную технику молниеносного очищения, которую Даос Тяньдин использовал во время своего пребывания в Царстве Духов. Хань Ли обладал божественной дьявольской молнией, которая была разновидностью молнии высшего уровня, так что эта секретная техника была идеальна для него. По сравнению с изначальным астральным барьером, это искусство культивирования было гораздо легче постичь. Поэтому Хань Ли прижал нефритовый листок к своему лбу и молча принялся изучать его. За последний год или около того он уже успел расшифровать большую часть секретной техники. По его расчетам, он достигнет полного мастерства примерно через полгода, и к тому времени сможет начать совершенствовать свою божественную дьявольскую молнию. Пока он изучал секретную технику, черный ковчег начал лететь в заданном направлении. Тем временем Би-Ин сидела на стуле в зале на дне гигантского озера и о чем-то задумчиво размышляла. Перед ним стояли 4 старейшины торговой гильдии, включая Вэнь Синьфэна, который сказал, секта кровавых костей, должно быть, действовала довольно быстро, учитывая, что они уже выследили преступника. Действительно. Я слышал, что несколько крупных сект, возглавляемых сектой Кровавой Кости, собрали группу из 12 существ в стадии Великого Вознесения, и они готовятся создать дьявольскую ловушку на маршруте, по которому путешествует преступник. Они планируют заманить преступника в этот строй, прежде чем убить его вместе. По какой, то причине они послали мне приглашение участвовать в их плане. Кстати, я слышал, что это товарищ Даос Хэ из долины Скайфолл и госпожа Лин Юнь с горы Мириад Проклятий также были приглашены, сказал Би-Ин. Их цель очевидна. Секты Кровавого Да всегда очень настороженно относились к нашей торговой гильдии, поэтому они, скорее всего, хотят продемонстрировать свою силу нашей торговой гильдии во время битвы. Иначе зачем бы они пригласили тебя даже после того, как старейшина Цзюнь уже был послан присоединиться к ним? Холодно хмыкнул пожилой мужчина в зеленом.
В любом случае, основные секты Даа Крови являются главными силами на нашем континенте, поэтому мы не можем просто отказаться от них. Брат Му, как долина Скайфолл и гора Мириад Проклятий отреагировали на эти приглашения? Спросила Вэнь Синьфэн, нахмурив брови. Согласно моим источникам, и товарищ Даос Хэ, и госпожа Лин Юнь приняли их приглашение, ответил пожилой мужчина в зеленом. В таком случае я тоже обязан согласиться. В противном случае пострадает репутация нашей торговой гильдии. Подготовьте телепортационную формацию, и я отправлюсь в ближайшие несколько дней. Мне также любопытно посмотреть, какими силами обладает преступник, чтобы позволить ему совершить кровавое жертвоприношение таких огромных размеров, наконец решила Би Ин после минутного размышления. В таком случае мы будем прислушиваться к здравому смыслу, брат Би, но будьте осторожны, Вэнь Синьфэн получает с серьезным выражением лица. Будьте уверены, я подготовил некоторые спасительные меры для матча с Адским царством. Видя, как я не было возможности их использовать, они должны быть достаточно, чтобы держать меня в безопасности. Неважно, что опасности я сталкиваюсь там, Биин ответил с улыбкой. Услышав это, Вэнь Синьфэн и остальные очень успокоились. Таким образом, Би-Ин и старейшины обсудили некоторые вопросы, касающиеся использования ресурсов этого маленького мира, прежде чем все остальные ушли, оставив Би-Ина сидеть в одиночестве в зале. Как только все ушли, улыбка Би-Ин тут же исчезла и сменилась задумчивым выражением. Пластина формирования была разбита, так что скоро мне придется столкнуться с суровым испытанием. Я думал, что скорбь, безусловно, будет матч против Инфернального царства, но я уже вышел из этого события невредимым. Скорбь еще впереди, или она уже разрешилась с помощью мер предосторожности, которые я принял? Пробормотал себе под нос Би-Ин, снова погрузившись в глубокие раздумья. Через полмесяца Хань Ли появился в воздухе над участком дикой природы, наблюдая за группой марионеток, которые тщательно чистили полуразрушенный алтарь, зарытый глубоко под землей. В то же самое время Би-Ин прибыл в огромный город на другой стороне континента Кровавого Неба в сопровождении нескольких охранников из торговой гильдии. В чреве небольшой горы, расположенной в горном хребте недалеко от города, шестикрылая ледяная сороконожка и ледяной феникс сидели на 2 футонах, медитируя, чтобы восстановить свою энергию. Время от времени шестикрылая ледяная сороконожка доставала маленький пузырек, чтобы капнуть каплю неизвестной жидкости себе в рот, а затем снова закрывала глаза, чтобы очистить целебную силу спиртовой жидкости. Они оба были совершенно невредимы, но усталость на их лицах была очень очевидна. Неудивительно, что они выглядели такими потрепанными, любой человек был бы сильно истощен как в магической силе, так и в духовном смысле после того, как его так долго преследовал непреодолимый враг. «Как долго, ты думаешь, мы сможем в прошлом, товарищи даосских?» Ледяной феникс вдруг спросил, как она открыла глаза. Глава 2389. Засада. Я не думал, что настоящий бессмертный будет преследовать нас так настойчиво, как бешеная собака. Однако, будьте уверены, он ничего не сможет с нами сделать до того, как закончится моя духовная жидкость, обиженно ответил шестикрылый ледяной сороконожка и тоже открыл глаза. Это все потому, что ты подтолкнул его этими оскорбительными словами, что он так настойчиво преследует нас, холодно проворчал ледяной феникс. Ты ничего не знаешь. Если бы я не заставил его потерять хладнокровие своими оскорблениями, мы бы ни за что не смогли успешно сбежать от него, используя эту секретную технику. Если дело дойдет до худшего, то нам придется покинуть этот континент и вернуться на континент Тянь-Юань. Конечно, он не будет продолжать преследовать нас на другом континенте, холодно сказала шестикрылая ледяная сороконожка. Глаза ледяного феникса слегка загорелись, услышав это. Покинуть континент Кровавого Неба на самом деле неплохая идея. Этот человек спустился на континент Кровавого Неба из истинного царства бессмертных, так что у него должно быть здесь что-то важное. Как только мы сбежим на континент Тянь-Юань, есть хороший шанс, что он нас отпустит. Это, естественно, было бы идеально, кивнула шестикрылая ледяная многоножка. Таким образом, отдохнув почти целый день, они больше не осмеливались оставаться в горе и выстрелили, как 2 полоски света, чтобы продолжить бегство от своего преследователя. Однако они оба только что вышли из горы, когда вокруг них вспыхнули пространственные колебания, и появились 4 гуманоидные фигуры, все из которых излучали чрезвычайно устрашающие ауры. Эти двое, естественно, были весьма встревожены этим, и они немедленно остановились, прежде чем осмотреть 4 человек, которые появились вокруг них, после чего они обнаружили, что группа состояла из 2 мужчин и 2 женщин, все из которых находились на стадии Великого Вознесения. «Вы 4 здесь из-за меня?» — спросил шестикрылый ледяной сороконожка, слегка прищурив глаза. «Мы действительно здесь для вас, товарищ Даос», — ответил человек с лазурным лицом, одетый в малиновую мантию. Выражение лица шестикрылой ледяной многоножки слегка изменилось, услышав это, и он сказал холодным голосом: «А? Ты действительно здесь ради меня?»
Я не припомню, чтобы я нажил врагов кому-либо из вас за время моего пребывания на континенте Кровавого Неба. Пожалуйста, не поймите меня неправильно, мы здесь не для того, чтобы преследовать вас. Вместо этого мы хотели бы попросить вас о помощи, ответил мужчина с лазурным лицом с намеком на улыбку на лице. Шестикрылая ледяная сороконожка была крайне разочарована после того, как ее так долго преследовали, и прибытие этих 4 великих существ в стадии Вознесения, наконец, опрокинуло его за край, когда он вспыхнул от ярости. Вот как вы просите помощи у людей. Что, если я откажусь? Если бы эти люди не смогли дать ему удовлетворительного ответа, то, возможно, он действительно набросился бы на них. В любом случае, с его мощной техникой передвижения, он мог бы легко сбежать с ледяным фениксом, даже если бы не смог победить этих 4 в бою. Выражение лица человека с лазурным лицом осталось неизменным, и он ответил: «Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, товарищ даосист, предложение, которое мы вам делаем, чрезвычайно выгодно для обеих сторон. В настоящее время тебя кто-то преследует, верно?» Сердце шестикрылой ледяной сороконожки слегка дрогнуло, услышав это. «Что ты хочешь этим сказать?» «Все очень просто. Мы хотим, чтобы вы заманили своего преследователя в определенное место. Пока он осмеливается преследовать тебя до этого места, оно станет его последним пристанищем. Разве вы не согласитесь, что это взаимовыгодно?» Спросил человек с лазурным лицом. «Ты хочешь устроить на него засаду?» Шестикрылая ледяная многоножка была ошеломлена, услышав это. «Совершенно верно. Однако, если мы хотим добиться этого, то нам потребуется ваше сотрудничество», ответил мужчина с лазурным лицом. Ледяной феникс также был удивлен, услышав это предложение. «Ты знаешь, кто нас преследует? Вы думаете, у вас 4 есть шанс?» Спросила шестикрылая ледяная сороконожка с холодной улыбкой. «Кто сказал, что мы 4 единственные, кто замешан в этом? Хе-хе, независимо от того, кто он, дело в том, что он убил бесчисленное количество живых существ на нашем континенте Кровавого Неба за свои кровавые жертвы. Даже если он настоящий бессмертный, мы ни за что не позволим ему покинуть континент Кровавого Неба живым», сказал мужчина с лазурным лицом, и в его глазах появилось гордое выражение. «Ха-ха, это очень обнадеживающе слышать. Хорошо, я окажу тебе свою помощь», согласилась шестикрылая ледяная сороконожка. Человек с лазурным лицом был несколько озадачен реакцией шестикрылой ледяной сороконожки, но важно было то, что он согласился на это предложение. Таким образом, человек с лазурным лицом провел рукавом по воздуху, чтобы выпустить нефритовый листок, и сказал: «Этот листок содержит место, куда вам нужно заманить своего преследователя. Пока ты сможешь это делать, он будет все равно, что мертв. Я уверен, что вы нас не разочаруете, товарищ Даос. Будьте уверены, здесь на кону моя собственная жизнь, так что я определенно все это не испорчу», спокойно ответил шестикрылая ледяная многоножка, поймав нефритовый листок. «Хорошо. В таком случае мы желаем вам всего наилучшего. У нас все еще есть кое-какие дела, которыми нужно заняться, так что мы сейчас уйдем», сказал мужчина с лазурным лицом, сложив кулак в прощальном приветствии. После этого все 4 быстро исчезли на месте среди всплеска пространственных колебаний, в то время как на лице шестикрылой ледяной сороконожки появилось задумчивое выражение. «Ты действительно планируешь действовать как приманка для них?» — спросил ледяной феникс. «Было бы неплохо действовать в качестве приманки, если мы сможем избавиться от этой главной угрозы. По крайней мере, это гораздо менее рискованно, чем пытаться бежать обратно на континент Тянь-Юань», ответила шестикрылая ледяная сороконожка. «Вы видели, как этот человек убил тех великих существ на стадии Вознесения? Вы действительно думаете, что эти люди подходят ему?» Ледяной феникс все еще был настроен очень скептически. «Ты слышал, что они только что сказали, даже если он настоящий бессмертный, они не позволят ему покинуть континент Кровавого Неба живым. Они, должно быть, подготовили множество резервных мер, учитывая, насколько они уверены в себе, просто они понятия не имеют, что действительно имеют дело с настоящим бессмертным. Если они хотят использовать меня в качестве приманки, то пусть заплатят за это», с насмешливой улыбкой ответила шестикрылая ледяная многоножка. «Что, если этому сумасшедшему удастся вырваться из этой ловушки? Он определенно поймет, что это ты его в это втянула, и когда придет время, он, скорее всего, положит конец этой игре в кошки-мышки раз и навсегда. Если он станет серьезным, у нас будет гораздо больше проблем, чем сейчас». Ледяной феникс все еще был очень обеспокоен. «Я уже обдумывал это. Даже если этот человек действительно настоящий бессмертный, большая часть его силы будет запечатана в этом царстве. Даже если ему удастся вырваться из ловушки, расставленной столькими великими существами стадии Вознесения, он определенно выйдет с тяжелыми травмами. При таких обстоятельствах ему потребуется неопределенное количество времени, чтобы просто прийти в себя, так что у него не будет другого выбора, кроме как прекратить преследовать нас. Как таковое, это лучшая возможность для нас убежать от него.
Это немного рискованно, но риск определенно стоит того, чтобы рискнуть, ответила шестикрылая ледяная сороконожка. В этот раз ледяной феникс, казалось, был убежден, и она, наконец, кивнула в знак согласия с этим планом. «Хорошо, поскольку у вас нет возражений, давайте посмотрим, где устроена эта засада», сказал шестикрылый ледяной сороконожка, прижимая свой нефритовый слип к собственному лбу, а затем ввел в него свой духовный смысл. Несколько мгновений спустя шестикрылая ледяная сороконожка убрала нефритовый слип и сказала: «Поехали». Я узнал местоположение, и этот безумец скоро должен быть здесь. Затем он поднялся в воздух и улетел в виде полоски света, и ледяной феникс смог последовать его примеру только после того, как испустил слабый вздох. Тем временем молодой человек в черном приближался на вершине своего радужного облака на расстоянии бесчисленных километров. В то же время Хань Ли открыл глаза с восторженным выражением лица, стоя перед древним алтарем. Я нашел это. Этот алтарь показал мне координаты входа в маленькое духовное небо. Это правда, старший Хань. Жу Гаэр был в восторге, услышав это. Так и есть. Стоило проделать весь этот путь в поисках этих древних алтарей, с улыбкой ответил Хань Ли, и массивный круглый световой барьер в воздухе над алтарем немедленно исчез по его приказу. Старший хан, теперь, когда мы знаем местоположение входа, мы сразу же отправимся туда. Взволнованно спросил Джу Гаэр. Нет никакой спешки. Согласно карте континента Кровавого Неба, вход в маленькое духовное небо больше не находится на самом континенте. Вместо этого он расположен глубоко в океане, довольно далеко от континента, ответил Хань Ли, слегка нахмурив брови, когда он обратился к карте континента Кровавого Неба в своей памяти. Улыбка Джу Гаэра сразу же исчезла, услышав это. Что? Вход находится под водой. Тогда, должно быть, его действительно трудно найти. Не волнуйтесь, я уже предвидел такую ситуацию. Хуаши, мы будем на тебя рассчитывать, с улыбкой ответил Хань Ли, прежде чем повернуться к патриарху Хуаши. Будьте уверены, мастер Хань, подводный мир для меня ничем не отличается от мира на суше, поэтому я определенно не разочарую вас, почтительно ответил патриарх Хуаши. Хань Ли кивнул с довольным выражением лица, услышав это, затем выпустил вспышку света, чтобы охватить двух своих спутников, прежде чем подняться в воздух. Всего через несколько вспышек троица вернулась к гигантскому черному ковчегу, который тут же умчался прочь. 7 дней спустя человек в маске стоял на песчаной дюне в чрезвычайно темной пустыне, глядя в далекое небо без всякого выражения. Область под песчаной дюной уже была вырыта, и там собрались десятки тысяч элитных учеников до крови, но они не издали ни единого звука. Под их ногами была суперформация, которая занимала почти половину всей пустыни, и на ее поверхности были тысячи высококачественных духовных камней, вделанных в ее поверхность. Кроме того, рядом с ядром пласта находилась группа специальных учеников, держащих пластинки пласта. В небе над головой, которое было скрыто за огромным покровом темных облаков, также было создано еще одно сверхсветовое образование, но оно было полностью скрыто чрезвычайно глубоким ограничением. Внутри этого сверхсветового образования около дюжины великих существ в стадии вознесения с континента Кровавого Неба терпеливо чего, то ждали. Глава 2390. Экстремальные образования неба и земли. Время медленно шло, но в окрестностях не появлялось ничего из ряда вон выходящего. Наконец, дородный рыжеволосый мужчина в светлом строе потерял терпение и передал свой голос дородному пожилому мужчине. Почему его здесь нет? Может быть, он передумал и решил не следовать нашему плану. Мы никого не посылали шпионить за ними, так как боялись, что преступник заметит. Будьте уверены, брат Чо Ци, мы бы не устроили эту ловушку, если бы не были полностью уверены в ней. Я не знаю, почему преступник преследовал этих двоих так долго, но результаты нашего расследования показывают, что он не собирался сдаваться. До тех пор, пока эта шестикрылая морозная сороконожка не сделает это слишком очевидным, он определенно сможет заманить преступника в эту ловушку, ответил пожилой мужчина с теплой улыбкой. Это очень обнадеживающе слышать. Кстати говоря, насколько страшен виновник кровавых жертвоприношений. Не только 12 из нас были собраны, даже эти экстремальные образования неба и земли и священное сокровище секты Кровавой Кости, свиток Желтого Ветра, используются. Этого сокровища и только этих двух образований должно быть достаточно, чтобы очистить преступника живым. Почему наши услуги все еще требуются? С любопытством спросил рыжеволосый мужчина. Я не слишком уверен в этом, но должна быть причина, по которой собравшиеся здесь даосы так осторожны. Отбросив все остальное в сторону, этот человек уже убил 3 великих даосов в стадии Вознесения и принес в жертву бесчисленное множество живых существ без каких-либо ограничений, так что он действительно заслуживает этого великого обращения, ответил дородный мужчина. Мне довольно любопытно, откуда взялся этот человек.
Может быть, он культивировался в уединении в течение бесчисленных лет или, возможно, является могущественным существом из другого царства. Предположил рыжеволосый мужчина. Нет необходимости думать о таких вещах. Независимо от того, откуда он пришел, его действия непростительны, и наши секты до крови определенно не могут позволить ему продолжать жить в этом мире. В противном случае наша репутация была бы уничтожена, ответил дородный мужчина с торжественным выражением лица. Это правда. Я слышал, что Биин из торговой гильдии Хэлянь, госпожа Лин Юнь с горы Мириад проклятий и Калигдос Хэ из долины Скайфолл также были приглашены в качестве зрителей. С их участием этот человек никак не сможет выжить, сказал рыжеволосый мужчина. Хе-хе, эти трое ни за что не объединили бы свои силы, чтобы противостоять одному и тому же врагу. Кроме того, со всеми нами здесь у них не будет никаких шансов вмешаться, ответил дородный мужчина, на что рыжеволосый мужчина кивнул с задумчивым выражением лица. Тем временем 4 существа великой стадии Вознесения стояли вместе в зале мерцающей золотой пагоды. Пагода была расположена в гигантском городе в бесчисленных километрах от пустыни, и все 4 оценивающие смотрели на экран белого света между ними. На экране отображалось все, что происходило в каждом уголке пустыни, и одним из 4 существ великой стадии Вознесения был никто иной, как Би-Ин. Остальные трое состояли из мужчины средних лет в мантии ученого, женщины средних лет в цветастом платье и мужчины в малиновом одеянии с глазами, похожими на глаза сокола. Все 4 со спокойным выражением лица оценивали сцены, разворачивающиеся на световом экране, не выказывая ни малейшего намерения разговаривать друг с другом. Полдня спустя на краю пустыни внезапно появилась полоска света, а затем с поразительной скоростью полетела вглубь пустыни. Полосу света преследовало радужное облако, из которого раздался ледяной мужской голос. «Ты действительно разозлил меня сейчас, и я начинаю уставать от этой игры в кошки-мышки, поэтому я закончу ее здесь и сейчас». Как только голос затих, радужное облако превратилось в вспышку радужной молнии, которая резко ускорилась. Таким образом, полоса света и радужная молния быстро пронеслись почти через половину пустыни и достигли ее центра. Полоска света исчезла, и рядом с красивой женщиной в роскошном серебряном платье появилась белоснежная восьмикрылая многоножка. Как только сороконожка приземлилась на землю, она превратилась в молодого человека в белом одеянии с золотыми и серебряными узорами на лице, который сразу же повернулся, чтобы посмотреть вдаль. Раздался раскат грома, и появилась радужная молния, прежде чем устремиться вниз к дуэту. Зрачки шестикрылой ледяной сороконожки слегка сузились, увидев это, и он немедленно превратился в свою восьмикрылую форму сороконожки, прежде чем продолжить бежать. В этот момент внезапно раздался взрыв грохота, и земля сильно задрожала, когда из-под земли вырвался взрыв невидимой всасывающей силы. Вспышка радужной молнии была остановлена этой неожиданной вспышкой всасывающей силы, открыв болезненного молодого человека в черном. Это был никто иной, как истинно бессмертный Малян. Бесчисленные столбы света разных цветов вырывались из песка внизу и простирались прямо в небеса. Земля продолжала дрожать, когда медленно возникла суперформация, которая простиралась так далеко, насколько могли видеть глаза, после чего появились бесчисленные ученики Кровавого Даа, прежде чем образовать глубокую формацию, а затем начали активировать сокровища формации, которые они держали. Тем временем небо озарилось, и невидимое ограничение исчезло, как легкая вуаль, открыв гигантское световое образование, охватывающее все небо. Затем световое образование начало медленно спускаться сверху, и мощные энергетические колебания мгновенно заполнили все пространства. Стоя между двумя огромными образованиями, Малян был похож на ничтожного муравья. Прямо в этот момент существо 12-й стадии Великого Вознесения Кровавого Даа вышло из светового образования, прежде чем в мгновение ока окружить Маляна, оценивая его издалека. Несмотря на то, что он был обездвижен в воздухе, Малян остался совершенно невозмутимым, увидев это, и вспышка света вырвалась из его тела, после чего раздался резкий рвущийся звук, и он мгновенно обрел свободу. «Вы все достаточно смелы, чтобы устроить мне засаду. При таком количестве присутствующих вы, должно быть, намереваетесь убить меня здесь», Малян холодно усмехнулся при виде 12 великих существ в стадии Вознесения вокруг него. Ты осмелился пожертвовать сотнями миллионов живых существ на нашем континенте. Конечно, ты уже предсказал, что этот день наступит», — холодно хмыкнула грандиозная сцена Вознесения, окутанная облаком малиновой ци. «Я действительно ожидал, что это произойдет, но я не ожидал, что вы объедините усилия с этими двумя. Мне все равно надоела эта игра в кошки-мышки, так что я убью вас всех, а потом убью этих двоих сам», — сказал Малян, взглянув на шестикрылую ледяную сороконожку и ледяного феникса, которые уже отступили на расстояние. Какая наглость! Похоже, он не сдастся, пока смерть не посмотрит ему в лицо. Нет необходимости больше тратить время на бесполезную болтовню, давайте уберем его. Крикнул пожилой мужчина в парчевом одеянии. Как только его голос затих, около дюжины алых летающих мечей немедленно вылетели из его тела. Другие существа великой стадии Вознесения также пришли в действие, увидев это, и сокровища вылетели в неистовстве.
В то же время из двух гигантских образований донесся взрыв жужжания, и бесчисленные руны появились на их поверхности, когда они начали медленно вращаться. Световое образование в небе быстро превратилось в гигантское зеркало, которое заслонило все небо. Поверхность зеркала была полностью серебряной, и бесчисленные серебряные нити дождем стекали с него под грохочущий грохот. Тем временем шары белого света появились из образования на Земле, мгновенно затопив всех людей в строю, прежде чем превратиться в массивного персонажа Печать. Как только персонаж обрел форму, всплески колебаний закона немедленно устремились к Маляну со всех сторон. Однако Малян просто улыбнулся в ответ, и в следующее мгновение из его тела вырвалась чрезвычайно устрашающая аура. В то же время на его теле внезапно появилась серия пурпурно-золотых цепей, все из которых испускали мерцающий свет. Весь центр пустыни значительно потускнел, и вся цепь происхождения мира в бешенстве устремилась к определенной точке. На краю пустыни в воздухе появился великий старейшина секты Кровавой Кости в маске Сяомин. Выражение его лица немедленно изменилось, когда он почувствовал разрушительную ауру, исходящую с чрезвычайно большого расстояния, и он мрачно пробормотал себе под нос: даже крайние небесные и земные образования не в состоянии удержать его. Похоже, у нас нет выбора, кроме как использовать это сокровище. Как только его голос затих, он открыл рот, чтобы выпустить желтый свиток, который медленно развернулся перед ним, открыв карту пустыни. Пустыня на карте была идентична пустыне до Сиамина, и он указал пальцем на карту, на которой пустыня на карте внезапно начала корчиться и извиваться, как будто она ожила. В то же время песок на поверхности самой настоящей пустыни начал ритмично вздыматься, как будто резонируя с изменениями, происходящими на карте. «Пусть будет ветер!» — крикнул Сиамин, снова указывая пальцем на карту. Край пустыни на карте сразу же исказился и расплылся, и появились клочья слабого желтого тумана, прежде чем медленно поплыть вверх. В то же время облака желтого тумана появились перед Сиаминем, прежде чем мгновенно трансформироваться в серию торнадо, которые быстро увеличивались в количестве, образуя один ряд за другим. Таким образом, желтая стена ветра, которая была выше, чем могли видеть глаза, быстро приняла форму, и та же сцена была воспроизведена на окраинах всей пустыни. «Вперед!» — скомандовал Сиамин, взмахнув рукавом в воздухе, и стены ветра сошлись к центру пустыни со всех сторон, поднимая свирепые песчаные бури, которые только усиливались.